В этом видео мы поговорим о двух типах масштаба. Первый тип – это пропорциональный масштаб одного или нескольких объектов, связанных друг с другом. Второй – физический масштаб, то есть любой объект имеет реальные размеры в измерениях реального мира. Но почему эти масштабы важны в виртуальном мире? Пропорциональный масштаб действительно важен в процессе моделирования объекта в плане того, чтобы он выглядел правильно в своих пропорциях и формах, например, как правильные пропорции человеческого тела. Так, на этом конкретном рисунке вы можете видеть, что правая рука слишком большая, а левая рука слишком маленькая, что делает этот рисунок нереальным. Физический масштаб в виртуальном мире является тем, что мы должны принимать во внимание по нескольким причинам. Во-первых, если бы вы собирались выводить модель, скажем, на 3D-печать, то нужно было бы знать, каков физический размер модели, чтобы она оказалась в реальном мире в правильном масштабе. Мы не хотели бы получить что-то высотой в 3 сантиметра, если оно на самом деле должно быть высотой в 3 фута в реальном мире. Такая большая разница сразу будет очевидна. Другая причина, по которой вы захотите принимать во внимание физический масштаб, проявляется в конце проекта при рендеринге. Для большинства движков рендеринга, таких как встроенный в Maya Arnold, физический масштаб влияет и на поведение падающих и отраженных лучей света, то есть материальные атрибуты действительно будут играть в этом определенную роль. Например, я открываю файл 0103 start и собираюсь сначала показать вам, как измерить размеры сцены в Maya. Подготовлено клубом «Перевод всем». Пройду в меню Create, создать, в пункты Measure Tools, Distance Tool, инструменты измерения, инструмент расстояния. Затем перейду к одному из ортогональных видов спереди или сбоку, нажав клавишу пробела. Перейду в окно вида спереди. Здесь вы заметите, что курсор мышки изменился на перекрестие прицела, и вот то, что нужно сделать. Кликнуть один раз, чтобы создать первый локатор, точку отсчета. Затем перетаскиваем и еще раз кликаем внизу сцены. Видим, что получаем линию с числом на ней 328. Ну и что значит эти 328? В Maya единицы измерения установлены в сантиметрах. Поэтому, если вы не знаток математики, как и я, то понадобится калькулятор, чтобы помочь себе. Используя калькулятор Windows, установленный на длину, я просто ввожу 328 и вижу, что это 129 дюймов. Или, если у вас еще хуже с математикой, выберем здесь футы. Таким образом, можем видеть, что высота комнаты на самом деле составляет округленно 10,75 фута в высоту. И это говорит мне, что я нахожусь в правильных размерах для такой комнаты, как наша. Здесь у меня есть еще один пример, который выберем и применим. Это на самом деле та же самая сцена, только в гораздо меньшем масштабе. Повторим то же самое. Выйдем на эту сторону. Снова Create Measure Tools, Distance Tool. Кликнем один раз наверху, чтобы создать первый локатор, второй раз внизу, чтобы создать второй локатор, и видим, что получили длину, равную 32 сантиметрам. Снова переходим к нашему калькулятору, вводим 32, что дает нам 1 фут, или можем выбрать ее снова в дюймах, и вот у нас 12,5 дюйма в высоту. Таким образом видим, что находимся в сцене размером коробки для обуви. Но почему это так важно? Вообще в виртуальном мире по большому счету это не важно. Пока моделируем, я хочу только быть уверен, что все части модели находятся в правильных пропорциях, что эти цепи здесь имеют правильные соотношения размеров относительно друг друга, что шар также в правильном размере, что окна по сравнению с плющом, растущим по ним, имеют нужные размеры. Но вот где это действительно будет иметь значение, так это этап рендеринга. Сейчас, чтобы сократить время рендеринга, я отрендерил эти два изображения в предварительном режиме, просто чтобы показать их в сравнении. Это первое изображение, наша сцена, построенная в реальных масштабах, в реальных размерах. Вы видите, что падение света через окно имеет такую красивую градацию затухания здесь на стене, и вся комната частично подсвечена. Второй рендер фактически сделан из сцены размером с обувную коробку.
Во-первых, мне на самом деле пришлось значительно снизить интенсивность того же источника света, чтобы получить более-менее аналогичное по характеру освещение. Но вы заметите, что при этом и характер падения света на стену, и потолок значительно отличается. Вот в чем и состоит важность физического масштаба. Это можно сделать и в конце проекта, не обязательно в начале. В начале процесса моделирования наиболее важным показателем будет пропорциональный масштаб. Вы захотите убедиться, что ваша модель находится в правильном масштабе сама по себе и относительно других объектов рядом с ней, и что она соответствует проекту, который собираетесь сделать. После утверждения модели вы можете легко отмасштабировать ее до нужного физического размера для трехмерной печати или начала процесса фоторендеринга.